Всем добрый день! Помните, в одном из походов на Сарпинский я говорил, палатку надо менять. И решил поменять ее. А на что? На настоящий туристический гамак от Rebel Gears. И к нему еще подкупил подстежку от ветра, потому что главная проблема на Сарпинском был это ветер, как сейчас. И сегодня мы его испытаем. А тут уже тучи, скоро будет дождь, поэтому сначала мы установим тент, а потом сам гамак, чтобы не намочить его. Приятного просмотра! Так, теперь мы с Соньки. Здесь видно намного больше. Вот он гамак. У него еще есть вот такие оттяжки удобные, для того, чтобы он не укачивало. То есть они вот оттягивают. Здесь резиночка, а потом стропа. Но здесь некуда это делать. Да, много чего хотел еще сделать, но походу не получится. Вот это да. О, опять оторвало. Что же у нас такой ветер безумный постоянно? Где же у меня оттяжки? Вот они, колышки. Более толстый колышек поставим. Не отрывало. Да, тут дождь уже вовсю шпарит. Закрепим. Так вот. Вроде все. Но здесь у нас попадает вот сюда. Поэтому надо, скорее всего, надо будет вот этой штукой подвязать, чтобы оно не уходило. Постоянно дождь капает. Ветер задувает. Но у нас ветрозащитная юбка. Зажигалка фиг знает где вообще. Поэтому отрежем вот так. Подскажу вам лайфхак. Чтобы вот эта стропа, она намокает от дождя. И чтобы влага аккуратно не заходила вам в гамак, нужно повесить вот такие вот веревочки. Узлом прусик. Раз, два, три оборота. Достаточно. Тогда влага будет скапливаться на них и не попадать в сам гамак. С этой стороны то же самое. С этой стороны. Их можно оставить всегда, чтобы были. Они есть не просят. Все, дождь кончился. Гамак установили. Что же у нас тут? Так, надо нож. Чем же он лучше палатки? Ну, для начала надо хороший тент иметь. Я его потом поменяю на более легенький. Суперлайт с рипстопом, который не рвется, ничего. Ну, и этот не рвется, просто он очень большой. Так, все, залазим в гамачок. Так, залазим, пробуем. Так, во-первых, надо его приподнять на одну вверх. Потому что вот эти стропы растягиваются. Проблемные, потому что они дешевые. Надо хорошие взять. Все, приподнял. Успели спрятаться под тентом. Хорошо, что сначала тент поставили. А удобно. Поставил тент и спокойно собирай гамак под тентом. Удобно и нормально, я думаю. И места полно. Тут можно просто вот и вещи сложить, и все. Но у нас тут есть кармашки очень интересные, куда мы сложим, например, хопа, трансивер туда положили. Положили зонтик. Да, взял зонтик, знал, что что-то будет погода. Так, а возьмем потом вот весь рюкзак и складываем в подстежку.
И он там будет спокойно находиться, практически не мешать. Ну, конечно, с него обычно все выкладывается, и потом он выкладывается. Но можно так. Сложили рюкзак. В гамаке просторно. Вот, можно разложиться. Вот так вот, места полно. Рюкзак не тяготит. Спокойно гамак все выдерживает. Вот здесь есть тропа. И вот такой вот кармашек. Можно сюда что-то положить. Я буду сюда ложить аккумулятор. И сюда, на эту веревку, крепить трансивер. Но сегодня, похоже, это уже не получится. Потому что погода просто вообще ужас. Думал, будет нормально. Вообще часа через 3 дождь. Думал, успею снять обзор. Но что-то пошло не по плану. Я не знаю, погода у нас. Поэтому долго нет уже видео. Потому что погода каждый день что-то льет. Ни к одной референции не проберешься. Никуда вообще. Вот выбрался. И то пешком шел километра 2-3, наверное. Так что машиной сюда не проедешь. Да, тут жарковато становится. Все-таки сетка. Здесь такая почти как ткань. Она и от мошкары защищает, и немножко согревает. Осенью это будет классно. А вот сейчас жарковато. Вот такой вот гамачок. Что тут еще показать? Даже нечего. Подстежка офигенная. Сумочка. Спать удобно. Ну, я как-нибудь потом выберусь. Повыживаю с ним, наверное. Когда не так жарко будет и не будет дождя такого сильного. Хотя можно и в дождь. Попробую как-нибудь. Ну, всем спасибо, кто смотрел. Давайте, удачи. Ждите новых обзоров. Пока.